меня пытали, это было неожиданно, понятное дело. Это было совсем не так, как в кино это показывают. Нет такого, что есть время подумать, или как некоторые супергерои там смеются, или что-то такое. Ты просто кричишь от боли. Вот. Очень ужасно на самом деле состояние. И никогда в жизни я не испытывал подобного вообще. То есть меня там било током, проверка, что там что-то, телефонный код не забил, он улезал. Но когда были шокером некоторое время, это совсем другие ощущения. На их фоне меня били, и избиение вообще не ощущалось никаким образом. Кроме ударов по голове, когда по голове бил, немножко белело в глазах. Глаза были закрыты, по большей части. Потому что у меня шапка была натянута на лицо. Вот. Ну, глаза белело от ударов в голову. Соответственно, когда заламывают или что-то такое, вообще ничего не ощущалось. Если ездить с наручниками за спиной, когда застегиваются так вот, и везут в машину, например, на заднем сиденье, как меня потом водили на психологу психиатрическую, например, то где-то после первого часа очень сильно начинают болеть плечевые суставы. Ко второму часу это прям уже становится очень невыносимо. Все время крутишься, ерзаешь, прям невыносимая боль. Меня пытали около 4 часов, и все это время я был с руками за спиной. Но никакой боли в плечах я не чувствовал. На самом деле, вообще никакой боли не чувствовал, потому что болело все тело. И когда болит все тело, нельзя отделить какую-то конкретную часть, которая болела не сильнее. Вот. То есть ожоги от электрического тока не болели, они болели уже где-то через день. То есть боль распространяется вот по всему телу. Кажется, что болит все, хотя бьют вполне в конкретные места. Я даже не знаю, куда били больнее. Были в разные места, в основном в ногу, ну и в ногу продолжительнее всего удары. Также в грудь. Запястье я уворачивал, шею тоже мог работать хоть как-то. Но, по-моему, все было одинаково. Независимо от того, куда бьют, удары очень больно ощущались. Когда к ноге приставляют и нажимают, как будто теряешься совсем, как будто тебя не становится, а остается только боль. Что-нибудь более приятное расскажите. Приятного было мало. Ну, не обязательно про это, что истории не запоминающиеся. Детство запоминающееся. Ну, как прочитать детство? Говорите так, чего вам сейчас не хватает? Очень не хватает рядом супруги. Я ее очень люблю. Когда меня пытали, оперативный сотрудник, который задавал вопросы, он спрашивал, почему я со своей женой. Я кричал, что я ее люблю. Меня били током, я все равно кричал, что я ее люблю. Они кричали, почему ты с ней? Признавайся. Я кричал, что я люблю ее. Меня били током за это. Это продолжалось некоторое время. Это, наверное, была одна из самых унизительных точек в этом всем. Нет, была еще одна. Спрашивали, с кем общается моя супруга. Продолжая, разумеется, все это ударным тоном, потому что я пытался вспомнить, с кем она общается. Он мне отвечал, что много знакомых, я не знаю, с кем она общается. Я очень мало людей знаю, тем более знакомых моей супруги. И они мне говорят, ее ебут, а ты не знаешь? Это все было просто ужасно.
проковырнуть. Вот. Настроить тебя также против всех. Ты понимаешь, что вот кто во всем виноват, вот кто сидит перед тобой, вот кто тебя пытает. Но при этом они пытаются выставить виновными других. Например, мне рассказывали о том, что твой дружок Бояршинов, я, разумеется, не знал, кто такой Бояршинов, мне потом объясняли, ну этот Юра, о том, что он шел закладывать бомбу, чтобы убить людей. Я в той ситуации я верил в это, действительно верил о том, что Юра Бояршинов действительно пошел туда и закладывал бомбу. Они это очень убедительно говорили. Вот. Также говорили, что другие люди тоже хотят убивать людей. Про Армана Сагенбаева, о том, что он хотел изготовить взрывчатое вещество Банал. Вот. Они знали о том, что я не знаю, что есть у него это, что я не знаю о том, что у него были компоненты, но я должен был их учить. Но я потом чуть-чуть схитрил, и когда меня спрашивали, а что нашли у Сагенбаева в шкафу, я говорил о том, что нашли только алюминиевую пудру. Не стали уточнять о том, что там я должен был сказать, что была селитра. Но все время повторяли: бочка пудры. Вот. То, что это была именно бочка, видимо, как-то важно. Я никогда не видел его виду. Конечно, говорили о том, что все готовы прилетать. Все готовы прилетать. Потому что если я не буду подписывать протоколы, на самом деле вообще их угрозы были абсолютно бессмысленны. После 10 минут пыток я был сломлен полностью. Но угрозы продолжались еще в течение часов 20-25, сколько я там был. Очень долго. Угрозы все были бессмысленные, что там за него бьют, и что туберкулезникам посадят, что меня в Пензу повезут те же собравцы. Называлась машина со спецами, манипуляция. Вот. Что меня машина со спецами повезет в Пензу, где они будут меня опознавать, и они все меня опознают. Ткнут меня пальцем, а потом я поеду обратно. В машине будет вот два спеца, помимо водителя, и они будут спать по очереди, а я не буду спать. И воды там не будет. Задавали вопрос. Ну а что, сколько человек без воды может? Вот. Это было абсолютно бессмысленно, я бы и так все подписал. Это не было так, что на подписывай. Я такой: нет, не буду подписывать, пошли вы куда-нибудь. И они такие: да, тогда мы вот. Это просто прелюдия к любому вообще действию. Просто прелюдия. Насилие у них это как будто основа их работы. Вот эти люди в масках, кстати, я узнал, что это Соборград, они, когда ведут в наручниках человека, они его тащат в разные стороны. Я говорю им: постойте, зачем вы тащите меня в разные стороны? Я не понимаю, как идти. Они смеются и говорят, что именно так и надо. То есть это просто насилие ради насилия. И никого не смущало никогда о том, что произошло. Об этом, когда я пытался говорить о том, что в пытке вообще это бесчеловечно, как это все пытается относиться. Меня притекали, говорили: а тебя разве кто-то пытал? Ты же в машине ударился. Это говорили разные опера, которые там были. И все это было при следователях. Почтенный закон следователь Алексей, второго этажа УПБ. У него такая кофточка и подтяжки сплав. Зеленая, ярко-яркая. Ну, вот. Он давал мне туалетную бумагу, когда я ходил в туалет. Я ходил в туалет, конечно, не столько в туалет. Я думал, как это прекратить, и думал скрыться. Но там кабинет рядом, и все время за мной выходил сотрудник, который стоял в двери. Дверь нельзя было закрывать. То есть я несколько раз ходил, думал о том, что они решат о том, что все, можно расслабиться как-то, но нет, каждый раз стоял оперативник
двери. Я не успел бы ничего разбить. Ни зеркало, ни бачок. Если бы я знал, что у меня в кармане лежит монетка 21, но я не забыл. Она прошла несколько шмонов. Собор шмонал меня 2 раза, и оба раза не нашел. А затем меня досматривал следователь и не нашел. Затем меня досматривали в ВВС на Захаревской и не нашли монетку. Монетку нашли только в СИЗО 3. Решили, ну, давайте запишем ее на баланс. Ну, монетка была в гривнах, и они решили не связываться. Поинтересовались у меня, что с ней сделать, я говорю, выкиньте ее. Ладно, спрашивал, только никому не говорили. Выкинули ее. Объема достаточно? Все, да? Да?